Можно сдать эллинг. Кто-то сдает вертолеты старые. У меня вот родители, они недвижимость очень любят. Но у них доходность... 48,7 миллиардов рублей. Такой объем броней получили наши хосты. Друзья, приветствую! Нам, инвесторам, всегда очень интересно узнавать больше о продвинутых и быстро развивающихся российских компаниях. И вот сегодня такая возможность у нас с вами есть. Почему? Потому что у нас сегодня в гостях Павел Глушенков, директор по стратегии и инвестициям компании «Суточно.ру». Уверена, что многие из вас «Суточно.ру» знают, многие пользовались услугами, но если не знаете, то напомню, что это сервис онлайн-бронирования жилья для туристических, деловых поездок, да, то есть позволяет сдать и снять, соответственно, объекты. Компания на рынке работает уже давно, с 2011 года, но, очевидно, стала, конечно, одним из таких ярких бенефициаров года 2022, когда из России ушли Booking и Airbnb. И тут «Суточно.ру» время зря не теряла и совершила, буквально-таки квантовый скачок. И вот, до нас дошли слухи, что компания собирается на IPO. По крайней мере, такую вероятность для себя рассматривает. И тут я, конечно, не могу не спросить, а зачем компания IPO, когда оно может произойти и что мы, как инвесторы, можем ожидать. Собственно, вот эти все вопросы сейчас я Павлу и задам. Павел, здравствуйте. Добрый день, Кира. Очень приятно, что вы нашли время к нам присоединиться. Мне тоже очень приятно. Я начну, пожалуй, с просьбы описать бизнес-модель компании «Суточно.ру» вот максимально простым языком для аудитории, которая с вами как с бизнесом не знакома. Обычно в двух словах, да? Можно в трех. Да, в двух. Мы русский Airbnb. Ага. Да, если кто-то пользовался сервисом Airbnb и понимает, что это такое, то дальше объяснять не надо. Но в целом, если проговорить, да, то это тот сервис, с помощью которого ты ищешь себе место для отдыха, проживания, но не отель при этом, да, а квартиру. Хотя у нас можно, на самом деле, на сайте и квартиру снять у человека, и отель себе подыскать. Но называемся мы так, потому что исторически фокусировались, и основной наш инвентарь это были все-таки квартиры или частные дома, то есть то, что принадлежит частным людям, и обычно мы не привыкли там селиться для целей путешествия или командировки. И только с внедрением интернета, с внедрением таких онлайн-способов, скажем, это стало, рост популярности, у этого места размещения стал расти. Правильно ли я понимаю, что вы работаете практически со всеми типами объектов, которые можно вообразить? Безусловно. Вот тут я вчера прям специально посмотрел, как выглядит наш продукт для того, кто хочет сдать свой объект. И там я такого, не все слова даже сразу понимают, что это. Да, например, можно сдать эллинг. Это место для хранения лодок. Да, но все нужно иногда... Ты не часто с этим сталкиваешься. Кто-то сдает вертолеты старые, там самолеты, которые у него где-то стоят, они уже не летают, понятно, но ты можешь там зайти и там через ваш сервис действительно можно сдать вертолет. Да, у нас даже есть какая-то баня в вертолете. Вот я не знаю, как это... То есть сможешь ли ты в фильтрах найти «я хочу именно баню в вертолете»? Безусловно, наверное, нет. Но если ты хочешь какое-то необычное место, то ты его сможешь найти. Очаровательно. Да. Абсолютно. Мы можем сказать, что вы IT-компания? Или как вы себя позиционируете? Смотрите, у нас в целом есть веб-сайт, есть мобильное приложение на iOS, на Android, причем мобильное приложение у нас есть как для тех, кто сдает жилье, оно называется «Сдавайся», и есть «Суточно.ру», это приложение для тех, кто арендует жилье. И мне кажется, очевидно, что мы travel tech. Да, то есть мы и IT-компания, и travel-компания одновременно. Но не недвижимость. Не недвижимость, да. Хорошо, спасибо. Собственно, дошли слухи о том, что вы на Мосбиржу тоже собираетесь. Наверное, на Мосбиржу, да, предполагаю. Думаем про это. Провести IPO. Расскажите, пожалуйста, правда ли это и когда это может произойти? Смотрите, у нас мы акционерное общество, да, для того, чтобы стать публичным, нам нужно сделаться ПАУ, да, и действительно предложить акции широкому кругу инвесторов, сделать листинг на бирже и так далее. Это
скажем так, одна из возможных стратегий нашего развития. Вот. Однозначно можно будет сказать, там, делаем мы его или нет, когда такое решение будет принято акционерами, вот, и они за него проголосуют, и мы публично об этом заявим. Но действительно мы рассматриваем такую возможность. Какие задачи ставятся перед размещением? Смотрите, задачи перед размещением довольно такие, можно их в 3 когорты разложить. Первое — стать более известным игроком для потенциальных партнеров, с которыми будем работать, да, потому что сейчас мы, безусловно, много инвестируем в нашу известность. Мы широко известны для людей, кто любит путешествовать, для туристов, в travel-среде. Мы широко известны для тех, кто хочет и мог бы сдавать свое жилье вот для путешественников. Но, например, есть командировки. Да? Люди тоже пользуются нашим сервисом для командировок, но когда ты хочешь получить отчетные документы, хочешь, чтобы это все прошло бесшовно, и чтобы, условно, получить их не от того, у кого ты арендуешь квартиру, а именно непосредственно от сервиса, от нашего. Мы все еще идем к этому пути. Если ты хочешь наш инвентарь, а у нас довольно уникальный инвентарь, вот это частное жилье, которое мы собрали со всей страны, увидеть на маркетплейсах или в банках, пока это невозможно, потому что мы не заключили с ними соответствующий договор и не предлагаем им на их витрине продавать, наше жилье. И вот привлечение вот таких вот партнеров в наш бизнес это одна из целей вот этого IPO, да, то есть привлечение стратегических, скажем так, партнеров. Вторая цель — это, безусловно, сотрудники и их мотивация, и их найм, да, в современных условиях, потому что в целом на рынке России, в целом и на рынке кадров в сфере IT, да, на рынке программистов, аналитиков, продуктов, разработчиков, тестировщиков, есть конкуренция. И каждый из них ищет себе компанию, в которой он мог бы развиваться, с которой он хотел бы себя ассоциировать, вот, и в которой было бы круто и модно работать в том числе. Да, у всех свои есть набор факторов. Вот, и чтобы быть таким работодателем, мы в целом таким себя считаем, но чтобы для еще более широкого круга потенциальных сотрудников стать таким, вот это тоже такая цель. И, наверное, третья такая цель — это слияние и поглощение, также касается стратегического развития. Спасибо, очень понятно, подробно объяснили. Это такие, наверное, стратегические бенефиты, да, которые вы получите от размещения, если до биржи дойдете. Но мне кажется, у нашего зрителя возникнет вопрос такой прямолинейный: а на что, собственно, нужны деньги, да? На что они пойдут, если они будут привлечены? Да, это хороший вопрос. Смотрите, мы сейчас, понятно, что структура сделки может быть как кэш-аут, то есть полностью деньги акционерам, так и кэш-ин, так и комбинация. Действительно, некоторые компании привлекают деньги внутрь, да, это так называемый кэш-ин или деньги на развитие. Вот. Часто это нужно компаниям, которые понимают, куда эти деньги можно сейчас проинвестировать, чтобы они дали определенную отдачу. Или, например, это делают компании, у которых довольно большой размер долга, и они честно сразу заявляют, что все деньги, или значительную часть денег, которые они привлекут, они потратят на снижение долговой нагрузки, что при текущих ставках в целом очень актуально. Дело в том, что у нашей компании нет долга. Вот, она довольно прибыльная. Вот, и у нее довольно много денег на балансе. Также многие компании перед IPO предпочитают все деньги, что у них есть на балансе, или какую-то значительную часть в качестве дивидендов распределить и заместить условно, да, это деньгами, которые они получат от размещения. У нас пока такой цели нет. Мы хотим оставить эти деньги на балансе. Давайте немножко поговорим про показатели бизнеса. Я понимаю, что вы, наверное, сейчас не очень готовы в детали погружаться, да, собственно, и не будем, да, кому надо нагуглят то, что есть. Но в общих чертах финансовые показатели можем какие-то обрисовать? Да, конечно. Смотрите, на самом деле важно понимать, что вот в этом тревельном рынке один из главных верхнеуровневых показателей является тот оборот, который тот или иной тревел-сервис создает для своих поставщиков. Booking для отелей, Expedia для отелей, Ctrip китайский тоже для отелей, или для авиакомпаний, или для ЖД перевозчиков и так далее. Это стоимость того инвентаря или тех билетов, или отелей, или квартир, которые они продают, из которых зарабатывают. Это общий вал денег, который они создают для поставщиков.
по-английски это либо gross bookings, да, либо gross booking value, его по-разному называют, или GMV, gross market value. Вот. По-русски мы его называем оборот, да, который мы создаем для своих хостов. И вот за 2024 год этот показатель составил где-то 48,7 миллиардов рублей. Такой объем броней получили наши хосты через нашу площадку. Также мы раскрываем такую оперметрику или операционную метрику, как мы ее называем, да, количество ночей, которые были забронированы через наш сервис. Это 11,5 миллионов штук. Да, то есть это такой значимый показатель. Дальше у нас, понятно, есть такой показатель, как выручка, то есть сколько денег мы оставили себе, вот это, собственно, лицензия, о которой мы говорили с вами до этого. И дальше объем прибыли, да, который мы заработали на этом всем. Вот эти показатели мы уже пока не раскрываем, но тот, кто будет за нами следить, увидит, когда мы на нашем разделе для инвесторов, в нашем сайте выложим отчетность по МСФО, которую мы готовим, да, и 2024 год сейчас аудируется, вот. Там люди смогут увидеть эти показатели. Такой вопрос. Судя по всему, вы сейчас довольно рентабельные. И вот вопрос, не видите ли риска того, что как раз-таки после IPO, по мере того, как вот многие компании как бы набирают какие-то дополнительные расходы, обязательства и так далее, бизнес начинает немножечко тормозиться и становится менее эффективным. Вот интересно понять, на какой, в принципе, стадии, да, вы сейчас находитесь и что впереди видите с точки зрения именно эффективности. Да, но тоже буду так в общем, да, отвечать, потому что первый квартал итоги пока мы не подвели, да, и не раскрываем, вот, хотя могу сказать, что мы продолжаем расти, да, ну и понятно, что инвесторы любят растущие компании, да, и, ну, либо супер кэш-кау, супер какие-то дивидендные, да. Вот. Мы пока находимся на стадии роста, то есть мы как бы есть, знаете, value stock, а есть growth stock. Вот если здесь, то мы скорее growth stock. Вот. Но прибыльная. Да, но прибыльная. Это правда. А сколько лет вы в прибыли, кстати, уже можете сказать? Слушайте, ну компания как бы на самом деле за свою историю ни разу не привлекала сторонних инвестиций, поэтому можно сказать, что она всю жизнь была прибыльная. То есть только вопрос размера был этой прибыли, размер и уровень рентабельности. Понятно, что венчурные фонды, которые там, да, в нашей стране существовали там, начиная с 2000-х годов, они как бы любили всякие travel-вертикали, много туда денег проинвестировали, но как раз суточно обошли стороной, и она не привлекла никакие средства извне, по сути, сама развивалась, потому что у любого бизнеса есть какой-то целевой уровень рентабельности, да, который в этой индустрии там, как бы он принят, да, он характерен для этой индустрии, и он характерен для той стадии развития, в которой компания сейчас находится. Вот. Последнее время, вот последние эти 4 года, да, 22, 23, 24, 3 года, ну, давайте 21 тоже, компании удавалось растить как удельную, так и абсолютную рентабельность. Вот. Надеюсь, что скоро там, мы сможем выложить финансы на вот этот раздел для инвесторов в нашем сайте. Все в этом убедятся. Но дальше мы, на самом деле, целимся не в рост рентабельности, да, а в рост, скорее, абсолютной прибыли и в рост объемов бизнеса. То есть мне кажется, что мы приблизились вот к этой нормализованной, нормальной рентабельности для нашей индустрии, вот, для нашей вертикали. Давайте немножко, наверное, поговорим как раз-таки про долю рынка и про перспективы. Значит, если я правильно понимаю, сейчас на рынке краткосрочной аренды у нас, там, грубо говоря, 50% это Авито, где-то под 30% это вы, да? Все остальное — это другие игроки, в том числе туда же у нас относятся разнообразные банковские экосистемы, да? Правильно? Там Тинькофф, да, и так далее. Тут вот, во-первых, не вру ли я по цифрам, так ли выглядит картина? Так. Я сейчас отвечу. Вот, я хочу сразу комплексно, скажем хорошо, так, давайте. несколько ваших вопросов в своем ответе задеть. Хорошо. Значит, первая часть про долю рынка. Второй вопрос, наверное, пусть будет про то, не боитесь ли вы, что вас могут поглотить со временем вот те самые экосистемы, которые сжирают все на своем пути? Или как раз-таки вот ваши текущие действия, они и призваны этому противостоять? Слушайте, ну смотрите, давайте сначала про рынок поговорим. Действительно, вышел отчет вот компании Центр стратегических разработок, и вы плюс-минус назвали доли оттуда. Да, надо, правда... Я его и смотрела. Да, надо, правда, как бы там сказать, что этот отчет готовился до того, как год завершился, да, вот. И Авито
сфокусирован на квартирах, он начал продавать отели через себя реально где-то только в 4-м квартале 2024 года. Случайно же продавал отели со дня своего основания. Вот. И мы, знаете, были, когда отвечали на вопросы коллег-аналитиков, мы были прям такими честными и дотошными, и мы исключили отели, значит, из наших цифр, исключили зарубежные продажи из наших цифр, и в итоге наша доля так немножко как бы скукожилась. Вот. Могу вам сказать, что если все наши продажи учесть, да, которые мы раскрыли по итогам 2024 года, это 48,7 миллиардов, вот, то там, отрыв от Авито существенно бы сократился. Вот. Но, по сути, вы правы, что мы с ними как бы вместе контролируем значимую долю этого рынка посуточной аренды и делим первое и второе место. Да, они большой classified или доска объявлений, которая работает в том числе в других вертикалях, а мы как бы сфокусированы только на этом рынке, и поэтому если брать вообще вертикально интегрированных игроков, то мы номер один, у которых нет всяких товаров, бэушных, автомобилей, недвижимости, работы и прочее. Экосистемы редко развивают непосредственно свой прям как бы travel-продукт, хотя есть исключения. Они партнерятся часто, да? В основном чаще они предпочитают партнериться с поставщиками, и особенно, что касается нашего довольно уникального контента, связанного с квартирами, с посуточной арендой, не у многих он есть. Скажем так, мы только что сказали 2 игроков, у которых он есть. Да, и мы ведем в том числе сейчас переговоры, и в том числе с банками, с экосистемами, чтобы предложить им наш инвентарь и продавать их у них на витрине с их условиями, кэшбэками, рассрочками и так далее. Что касается поглощения, о чем вы сказали, безусловно, объемы экосистем, они огромные, они зашкаливают, но надо понимать, что нельзя всем заниматься очень хорошо. Есть так называемый, ты широко можешь загребать, но в каких-то уникальных нишевых вещах тебе будет сложно. Вот. Это показывают примеры, в том числе экосистем, что они далеко не во всех своих вертикалях, в которые выходят, в которых присутствуют, занимают лидирующие позиции. Вот. Часто они или бывает, что они на 2-м, на 3-м, на 4-м местах. Иногда даже покидают некоторые вертикали, где не смогли закрепиться. Поэтому мы скорее считаем, что здесь такой симбиоз, некий будет между нами, как владельцами инвентаря, и они, как владельцы своих огромных миллионных клиентских баз, мы им свой продукт также хотим предложить. Знаете, еще что вдогонку спрошу? Вы говорите про то, что ваша сильная сторона — концентрация на одной достаточно узкой сфере, но все-таки, если говорить про планы, не знаю, на 5-10 лет, думаете ли вы пойти куда-то в смежное направление, или все-таки хотите расти за счет попытки доминировать в своем сегменте? На самом деле, это не или, это и. Да, потому что вы говорите про такой долгосрочный очень, 5-10 лет, и мы хотим продолжать доминировать в своей вертикали, также хотим усилиться в вертикали отелей, где есть куда еще расти и где увеличивать свою долю рынка. Хотим предложить, как я сказал, наш инвентарь командировочным, через, в том числе, командировки сейчас тоже очень сильно автоматизируются, есть много сервисов, где, по сути, компании закидывают депозит, а сотрудники сами себе выбирают место, где они будут жить, и, по сути, сами его бронируют. То есть это ничем не отличается от нашего сервиса, просто это происходит не за счет личных средств клиента, а за счет средств компании. Но если мы говорим про долгосрочный, такой, то, как я уже сегодня упоминал, на travel-рынке много талантливых предпринимателей, много интересных компаний, которые достигли определенного масштаба. Они также очень сильно сфокусированы именно на своей вертикали, на своей нише. У них очень высокая экспертиза в этом рынке, высокое понимание, знание поставщиков, знание покупателей, знание их привычек, знание, что им важно, что им менее важно. И в частности, мы думаем над тем, чтобы развиваться за счет сделок по слиянию и поглощению, чтобы приобретать такие компании, помогать им с той экспертизой, которая есть у нас, и вместе предлагать нашим туристам разные продукты, разные линейки продуктов из сферы путешествий на одном портале.
или в одном приложении. Так что, без этого никуда. Понятно. Рынок по прогнозам будет расти. Вот, да, это оценки того же Центра стратегических исследований, по-моему, в 4 раза за 5 лет, да, какая-то Да, там у них такая довольно есть? такая очень оптимистичная картина по Мгм. росту. Действительно, с 300 миллиардов они прогнозируют рост до 1,2 триллиона до 30 или 31 года, я не помню. Но Мгм. надо сказать, что это в целом, этот прогноз отвечает прогнозам на уровне страны того, сколько вот этот сектор путешествий будет занимать как в ВВП страны к 30 году и какой он будет в объеме. Мгм. То есть сейчас это, как я сказал, где-то 6 триллионов и 2,5% или около 3 ВВП. Планируется, что это будет 15 с чем-то триллионов, то есть рост около 3 раз, и до 6% где-то в ВВП. Вот. И в За счет того, целом что э, за счет того, что люди будут больше путешествовать внутри страны, правильно? за счет Надеюсь, что внутреннего не в туризма... инфляции же дело Да, только. да, да, да. Да, то есть останется один путешественник, который будет путешествовать на 15 триллионов. Вот. Безусловно, за счет роста внутреннего туризма, за счет роста въездного туризма, за счет роста выездной туризм, мне кажется, здесь тоже каким-то образом участвует, потому что наши авиакомпании в том числе вывозят людей, да, это часть ВВП в любом случае. Вот. За счет многих факторов. Безусловно, не за счет... Средний чек — это не основной драйвер. Мгм. Мгм. Вот. Я тоже надеюсь. Будем надеяться. Да. Хорошо. А все-таки количество, доступность путешествий и так далее. Давайте еще задам вопрос с позиции владельцев недвижимости. У меня вот родители, они недвижимость очень любят, но у них доходность очень грустная. А все почему? Потому что они не знают ваш сайт и не пользуются им. Возможно. Вам стоит А рассказать. я сегодня вечером позвоню, расскажу. Если серьезно, давайте поговорим о том, как вы выстраиваете взаимодействие с арендодателями. Да, это сложное слово, на котором я всегда спотыкаюсь. Собственно, как привлекаете, как мотивируете, как удерживаете. Мгм. Ну, действительно, как мы с вами вначале коснулись слова marketplace, да, и надо к нему вернуться. Мы действительно двусторонний marketplace, в котором, с одной стороны, вот есть арендодатели или хосты, которых сотни тысяч у нас, и больше сотни, да, вот правильно так сказать. И с другой стороны, арендаторы, да, или туристы, тем, кому нужно жилье для поездки, там, в отпуск или командировку, их там миллионы, да, и вот мы, как на русский marketplace переводится как просто рынок, место, где мы соединяем, да, спрос и предложение. И действительно, для того, чтобы любой marketplace или рынок взаимодействовал, там должно быть достаточное количество спроса и достаточное количество предложений, потому что иначе случаются перекосы и там либо там уходят хосты, потому что недовольны спросом, который генерирует там, этот рынок, да, переходят в какие-то другие площадки или места, или недовольны, соответственно, пользователи, потому что недостаточно объектов размещения. С другой стороны, если вам удалось и с той, и с другой стороны создать достаточное количество участников, то наоборот, marketplace начинает обладать мощным сетевым эффектом, как мы это называем, да, и начинает этот эффект поддерживать сам себя. Как вот, знаете, мы в учебниках по биологии круговорот воды в природе рисовали, то мы рисуем это как мощный сетевой эффект, да. То есть чем больше у нас хостов на платформе, тем больше объектов они размещают. Да? То есть хостов у нас больше 100 тысяч, больше 130 тысяч, а объектов больше 330 тысяч. То есть в среднем на хоста 3 объекта. Да? Тем больше объектов они размещают. Чем больше объектов они размещают, тем больше наша витрина становится, да, и больший выбор для путешественников, и тем легче нам удовлетворить их разные запросы, и тем легче им найти у нас место, которое им понравится, и которое они в итоге забронируют. Чем больше таких броней получат хосты, тем больше объектов они продолжат к нам заливать, потому что они приходят к нам в первую очередь, конечно же, ради броней. Да, ради того, чтобы зарабатывать деньги на этих объектах недвижимости, которые они либо приобрели, либо взяли в аренду, либо взяли в управление. И им нужно как собственникам, так и самим себе показывать доход. Вот. Поэтому основное — это сильный бренд, который притягивает большое количество туристов и, соответственно, большое количество броней, которые потенциально могут хосты у нас получить. Дальше это удобный продукт, простой в использовании, простой в регистрации, в заливании туда своего объекта и так далее. Как я сказал ранее, у нас есть приложение,
«Сдавайся», вы можете его скачать. Вот ваши родители, например, могут его скачать, как бы сфоткать туда свой объект. У нас даже есть такой искусственный интеллект, который фотографию как бы анализирует и может за вас какую-то часть анкеты заполнить. Например, если он телевизор на фотографии увидел, там он его как бы там, может пометить галочкой, там, или, не знаю, микроволновку или что-то еще. Правда, там бывают тоже курьезы, если там лежит какой-то наклейка какого-то зверя, да, или лежит какой-то плюшевый мишка, то искусственный интеллект скажет, такая фотография запрещена по модерации, потому что ни животных, ни людей нельзя на фотографии. Значит, ну, вот такие бывают, да, штуки. Вот, фоткаете, заполняйте анкету, ставите цену, как бы, и если у вас, вы первый раз, и вам не нужно заполнять там календарь занятости, да, что у вас объект занят какое-то время, вы просто говорите, что он все время свободен, все, вы тут же попадаете в выдачу, и тут же начинаете получать первые брони. Вот. Это очень удобно тем, что это очень просто. А дальше, в зависимости от того, как вы уже становитесь более опытным профессиональным игроком, видите, что бронь получили, эти дни заняты, эти дни автоматически на нашей платформе больше недоступны, или вам наша платформа начинает подсказывать, что, слушай, если ты еще фотографии получше сделаешь, или, не знаю, фотографии там, вида из окна, я не знаю, постепенно, получая брони все больше, получая, наконец, отзывы, да, потому что когда вы вначале только пришли, вы пока без отзывов, и некоторые там туристы особо как бы требовательные могут не захотеть рисковать с вами иметь дело, и только когда у вас уже очень много отзывов или у объекта конкретного, да, у него будет больше брони и так далее. Вот так это работает. За это хосты нас ценят. Кстати, мы им также начисляем баллы, вот этот кэшбэк, за каждую бронь, которую, я так понимаю, они получили. И они, как, соответственно, тоже туристы, могут этот кэшбэк использовать для того, чтобы гостить в других объектах, других хостов. Вот, если им захочется. Вот. А также использовать эти баллы для того, чтобы продвигать свои объекты в нашей выдаче. Супер. Ну, фактически, если у нас вот есть инвесторы в недвижимость, которые хотят максимизировать свою доходность, да, то вы можете, собственно, зайти на сайт суточно.ру и там, наверное, заполнить анкету на какой-нибудь вкладке, которая называется... Как я сказал, «Сдавайся». Да, то есть вы можете прям скачать приложение «Сдавайся», и там с помощью него как бы завести свои... То есть через суточно туда не попасть, объект. Надо как бы сразу Да, суточно — это окно для путешественников. Понятно, «Сдавайся» — это окно для хостов. Они разведены как воронки. Да, и очень ценим наших хостов, и очень ценим сообщество хостов между собой. Мы хотим, чтобы они делились между собой знаниями, опытом, всякими лайфхаками, как лучше максимизировать свою доходность, да, как работать со спорными ситуациями, как их предотвращать и так далее. У нас есть свой телеграм-канал для хостов, да, мы часто являемся спонсорами каких-то мероприятий для них, вот, и на самом деле поощряем, чтобы они делились опытом между собой. И только опытный хост может вам лучше всего рассказать менее опытному, как зарабатывать деньги на недвижимости, да, а не суточно саму по себе. Да, потому что мы все-таки про другое. Мы про то, чтобы наш сервис работал, да, и как бы... Вы это чтобы познакомить, да, как уже отношения, как в Тиндере, как отношения, это уж сами решайте. Да, все правильно, все правильно. Все понятно. Спасибо большое. Вы находитесь на первом месте по NPS, да, по уровню удовлетворенности клиентов. Как вам кажется, чем это обусловлено? Почему ваши клиенты уходят довольными? И что вы для этого делаете? Да, интересно. Это вот этот NPS, как вы называете, или да, Net Promoter Score. По-моему, конкретно в данном исследовании он считался как берется, опрашивается какое-то 100% людей, да, и берется из них те, которые готовы порекомендовать сервис, те, которые готовы, наоборот, отговаривать от того, чтобы вы использовали. И одно минус другое, получается вот этот как бы чистый, да, NPS, как бы действительно он у нас получился один из самых высоких, точнее, самый высокий, да, среди всех остальных технологичных travel-сервисов, которые там участвовали в опросе, там довольно много было. Вот. Такой довольно известные там всякие как бы сервисы, которые много из нас знают и на слуху. Смотрите, мы это связываем с тем, что вот эта поддержка, да, сервисная поддержка, которая у нас... Мы много ей уделяем времени и усилий, на нее тратим, да, и фокус на нее делаем. У нас там нет чат-ботов, да, вам не позвонит какой-нибудь там непонятный голос и не представится как-то и скажет, вот я там офигенный чат-бот, вот сейчас вам во всем помогу, и начнет, значит, задавать стандартные тупые вопросы. Вот. У нас много людей работает в этой поддержке.
когда у вас могут случиться какие-то сложности, да, с нашим сервисом, например, вас кто-то не заселяет, а вы с ребенком под дождем в 2 часа ночи, Да-да. да, вот это вот все, то в этот момент наша служба поддержки очень быстро придет к вам на помощь, и ее задача быстро решить ваш вопрос, да, чтобы вы были довольны, и, ну, в первую очередь, чтобы вы куда-то заселились, да, чтобы вы ночью не простояли на улице и как бы не занимались этим самостоятельно. Я думаю, с этим связано. Я думаю, что наш бренд довольно сильный, да, и он ассоциируется у людей вот прям, знаете, его название там как бы в мозгу прям ассоциируется с тем, что человек у нас на сервисе делает. Это далеко не всегда и не у всех брендов им так повезло с этим, да, как нам. Ну, наверное, вот это основное, да, что касается именно NPS. Это наш фокус на как бы продукте, да, и на сервисе. На 2 вот этих вещах, без которого ни одной компании в сфере путешествий, ну, невозможно существовать. Здорово. Могу поделиться своим юзер-экспириенсом. В 2022 году, как и все там где-то примерно в марте, я пошла на суточно.ру, мне не понравилось. Потом заходила еще раз в конце 2024 года, мне понравилось. То есть что-то изменилось? Да, да. Это к вопросу, да, который многие задают, а что же будет, если придет обратно, вернется там Airbnb или Booking, да? Мы всем отвечаем, что, во-первых, мы по размеру уже превзошли Airbnb, чем он был до ухода здесь, да, и наши и вот эти вот клиенты, да, и наша команда, которая выросла с тех пор, мы много проинвестировали не только в маркетинг, но и в продукт. И действительно, то, что вы говорите, я слышу, на самом деле, не первый раз. Действительно, люди заходят к нам с течением времени, и их мнение о продукте, об интерфейсах, да, о том, как это все работает, выглядит, оно меняется. Надеюсь, что это будет вашим трендом. Это на самом деле всегда очень приятно, когда наши компании показывают, что могут лучше, чем компании ушедшие. Это рождает какое-то чувство гордости. Я вот, кстати, на котировки Букинга давно не смотрела, а вот на котировки Airbnb я какое-то время назад заглядывала. Они размещались, по-моему, то ли в 2019, то ли в 2020 году, и там у них вначале был прям резкий рост, такой прям всплеск. А потом они как-то так встали в такой боковик, и, в общем-то, в нем так и качаются. Вот интересно, следите ли вы за бизнесом? И как вам кажется, почему так происходит? Может, и про Booking тоже расскажете. Да, хороший вопрос задали, да, на самом деле к нему я не был особо готов. Но он интересный, да, потому что действительно мы как бы как команда стараемся следить за тем, что делают Airbnb и Booking на международной арене. Мы следим за их финансами, смотрим удельные тоже показатели эффективности, оборот, выручку на сотрудника, потому что они все эти показатели раскрывают. Вот что касается конкретно Airbnb, то последнее время бывали даже кварталы, когда у них вообще не было роста. Такое впечатление, что вот в том числе из-за ухода, возможно, с каких-то больших рынков, из-за того, что они по-прежнему сосредоточены на своей основной вертикали, вот краткосрочной аренды, и ни в какую другие соседние вертикали не вышли, хотя у них были эксперименты, они продавали так называемые экспириенсы или впечатления, это вот как раз экскурсии какие-то. Они пытались запускать сервис, там, приди в гости к кому-то покушай, да, не в ресторан, а вот как бы, да, как интересно. Там тебе местный приготовит, что ты прямо у него как бы, возможно, это было частью вот этих экспириенсов, да, у них такие были смелые довольно идеи, но ничего, кроме вот этого своего, как бы, стандартного краткосрочной аренды, ни на какой другой рынок они реально не вышли. Запускали долгосрочную аренду, по-моему, и у них ничего не получилось нового создать. Я думаю, что для того, чтобы твои акции росли, ты должен приносить там инвесторам больше денег, платить больше дивидендов, или бизнес должен расти. И вот в тревеле как раз Booking и Ctrip китайские, у них другая стратегия. Они вот начали создавать холдинги, да, добавлять новые ниши, новые вертикали, да, новые индустрии, новые продукты к своим, к сильным, которым они уже были. Это авиа, это там, не знаю, туры, экскурсии и так далее. Вот Airbnb у них это не получилось сделать. Они это осознали. Недавно там один из основателей, по-моему, Брайан Чешки говорил, что да, мы поняли, что вот нужно выходить в новые там истории, да, они заявили о том, что будут это делать, но вот пока конкретных шагов там я особо не видел.
Да, понятно, что это все не так просто, да, развернуть такую большую машину. И, это же часть тоже корп-культуры. Ты либо делаешь какие-то M&A, либо не можешь их делать, да. Помимо самой сделки нужно интегрировать в себя это, интегрировать в свой продукт, или как бы интегрировать хотя бы бэк-офис, да, чтобы у тебя отчетность была в едином стандарте и так далее. Вот мне кажется, у Airbnb это не получилось, а у Booking получилось. Booking исторически дороже Airbnb, вот. Интересно. То есть Airbnb в каком-то смысле переживает такой локальный кризис своего развития, и они сами это понимают, узнают, признают и пытаются что-то делать, как-то поменять стратегию. Расскажите еще, пожалуйста, какие у вас есть промо-штуки, которые заставляют пользователей возвращаться, помогают им Да, возвращаться? попробую Как- тут некоторые лайфхаки даже, может быть, приоткрыть, Так. которые не все знают. Да, мы транслируем это в рекламе, стараемся это подсвечивать, но это не всегда как бы для всех очевидно. Да, у нас есть вот этот вот 30% кэшбэка, которые мы на определенные объекты можем давать. Да, и могу сказать следующее, что чтобы его вообще получить, нужно не просто у нас забронировать, а потом отменить бронь, да, потому что тогда ты его не Мгм. получишь. Нужно именно забронировать, нужно как бы заселиться и после заселения оставить отзыв Мгм. о вашем, да, это чтобы вам точно его начислили. И точно могу сказать, что на сегодняшний день условия по кэшбэку внутри приложения лучше, чем на сайте. Мгм. Поэтому, если вы хотите там заработать чуть больше или с большей там долей вероятности получить больше кэшбэк, то делайте все через приложение. Обратите внимание, друзья. Да. Можем ли мы какие-то тренды в travel-индустрии выделить, Мгм. да, которые там, может быть, пришли к нам после 22 года и закрепились? Да, давайте я попробую именно не с потребительской точки зрения, да, скорее про тренды, а скорее вот то, что повлияло на рынок, да, и как он там стал себя чувствовать. Вот. После 22 года, там, насколько я помню, короче, в 21 году около 9 миллионов россиян побывало в Европе. А, по-моему, в 22-м и в 23-м, что там цифра упала до миллион с хвостиком. Да, потому что понятно, что теперь эти путешествия были сопряжены там с кучей пересадок. Пересадки означают как дольше, так и дороже. Как бы, или тебе нужно было делать это условно пешком, через границы, там как-то там какие-то хитрые способы все Не так-то рассказывали. уж и нужна нам эта Италия. Доезжай до Питера, значит, там переходи, значит, доезжай до какого-то пограничного пункта, значит, в Эстонии или в Латвии, в Литве, оттуда уже садись на самолет, значит, и лети туда, и все в целом очень просто. Вот. Но кому-то это не казалось таким уж простым, да, и поэтому российский внутренний туризм просто очень сильно поднялся, как бы люди стали, там, может быть, даже чаще путешествовать, потому что, возможно, средний чек на поездку в Европу, он был выше, чем по поездке по России, да, как бы, и у людей появилась возможность как чаще путешествовать, так как это не знаю, родная страна, путешествовать чуть, ну, не знаю, там, ближе от своего города или дальше. То есть в Европу всегда нужно было лететь, тут уже можно на поезде, на машине и так далее. Вот, и количество поездок внутри стало сильно расти. А есть, кстати, статистика, простите, перебью, там за последние 3 года на сколько процентов выросло количество Слушайте, честно говоря, у бронирований? меня этой статистики нет, Мгм. но я вот в очередной раз тут поделился ЦСР, по-моему, в марте сделал оценку, что 120 миллионов они насчитали путешествий, сделали россияне в 2024 году. Это реально много. Это каждый месяц по 10 миллионов путешествий. Да? И скорее хотел сказать, что инфраструктура, если транспортная инфраструктура, я имею в виду там дороги, значит, авиасообщения, ЖД-сообщения были как бы тоже, на самом деле, далеко не все были готовы к этому, и поэтому считается, что половина вот этих путешествий россияне делают на личном автомобиле. Мгм. Потому что иногда билетов на поезд или на самолет просто их нет, Мгм. или они безумно дорогие, как бы, и или людям просто удобнее ехать на машине, их там, не знаю, 6 человек или 5 в семье, да, и в одну машину сел, поехал, а там нужно 5 билетов и так далее. Да. Да и вообще с Вот. машиной ты более мобильный, да, если... Да, тебе не нужно там арендовать свою, Да. да, там, может быть, не быть, там, не знаю, каршеринга или каких-то сервисов по аренде. Вот. Плюс инфраструктура проживания не была готова к такому количеству. И, естественно, быстро она не может, отели не могут быстро построиться, да, и быстро ввестись в эксплуатацию. Вот. Там нужно много инвестиций, много, ну, там, я думаю, цикл проекта по строительству отеля, это, ну, реально очень длинный.
Вот. А квартиры, вот они есть, они построены, люди как бы ими пользуются. Даже есть, знаете, такой паттерн поведения там на каких-то супер travel направлениях, типа Калининградская область, там, не знаю, Москва, Питер, Алтай, Байкал, там, Краснодарский край. Люди могут иметь там два каких-то объекта, допустим, летний домик, да, и реально на сезон просто уезжать, а там квартиру или какое-то более полноценное жилье сдавать. Вот. Я, кстати, буквально вчера заходил на наш сервис, да, и искал, ну, было интересно посмотреть, что там в Калининграде есть, да, что там в Мурманске есть, что в Архангельске есть. И там, когда карту открываешь нашей страны, там реально у тебя в Новом Уренгое есть квартиры, которые люди, значит, готовы тебе сдавать там. В Якутске, как бы, ну, короче, в Мурманске, в Архангельске, ну, понятно, в Петрозаводске, да, то есть везде, куда ты вот реально не ткнешь, где есть хоть какой-то маломальский населенный пункт, город, как бы у тебя там есть несколько квартир, которые ты можешь как бы взять в аренду, можешь поехать куда угодно. Да, и квартиры или вот частные дома там стали тем, что помогло людям путешествовать как бы и доступно, и как бы комфортно. Потому что часто в отеле у тебя нет там кухни, да, или для ребенка там есть не все, да, а для большой семьи там это становится, ну, Очень совсем дорого, недоступно. объективно говоря, да. Да, вот, тебе нужно много номеров снимать там, да. Вот, поэтому реально благодаря вот этим квартирам, да, и благодаря людям, хостам, да, которые это все вот делают, сдают в аренду, люди имеют возможность путешествовать, да, как бы доступно и практически в любой уголок нашей страны. Вот. И вот это было таким прям значимым трендом. Ну что ж, друзья, вот такой вот разговор с Павлом у нас получился. Надеюсь, что вам было интересно. Вы поняли, как работает эта индустрия. Поделитесь в комментариях, что интересного вы сегодня для себя услышали. Ну а если у вас какие-то вопросы суточно возникли, то вы можете также в комментариях их оставить. Ну, а можете заглянуть на сайт и проверить, нет ли там прикольного объекта под ваши текущие потребности. Но это уж на ваше усмотрение. Вы смотрели Invest Future. С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги и инвестируйте с умом. Всем пока.